Доброго всем дня, мои уважаемые! Отдохнув в замечательном гостевом доме кемпинга Мелсонс, отправимся далее, ближе к мысу Колка, где на самом его окончании находится одно очень своеобразное место. И вот какое! Находясь в этих краях, обязательно надо посетить маленький, уютный городок Колка, где вы найдете множество интересных объектов, как природных, так и исторических. На мысе Колка можно прогуляться по сосновой тропе мыса, подняться на смотровую вышку, с которой открываются великолепнейшие виды. Также можно попробовать рыбу местного копчения, встретить у моря восход и посмотреть закат, посетить Центр культуры Ливов, и здесь же в Колке находится церковь 3 конфессий. А сегодня мы познакомимся с православным храмом Рождества Христова Томаснеса, ныне Колка. Забегая вперед, скажу, что косвенно история храма связана с возвращенным в Тихвинский монастырь в 2004 году чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери. Старейшие сведения о православном приходе в Колке были найдены в документе, которые были обнаружены в 90-е годы во время реставрации колокольни местной лютеранской церкви. Колка была единственной ливской деревней, где в 1890 году началось строительство православного храма. Большую помощь приходу оказал тогдашний архиепископ Арсений Брянцев, выхлопотавший у государства пособие на постройку церкви. На строительство храма ушло 2 года, и в ноябре 1892 года 8 числа храм был освящен в честь Рождества Христова. В 1936 году был установлен церковный колокол. Какое-то время в храме на ливском языке вел службу священник отец Иоанн Тонный, а после его смерти стал приезжать не знавший ливского языка отец Иоанн Дарклапс. Вот именно с именем этого священника и связана история иконы Тихвинской Божией Матери. Более подробная история в описании под видео. В храме вели службы и после Второй мировой войны, но в 1982 году приход не в состоянии был оплатить большие налоги, и староста прихода вынуждена была сдать ключи от храма. Весь инвентарь и ценные иконы были отданы в музей города Талса, а менее ценные, по мнению тогдашних властей, были вывезены на свалку. Там местные православные их откапывали и спасали от осквернения. И вот наступили новые времена. Приход был восстановлен в 1991 году, и из музея вернулись иконы. Кстати, в храме есть уникальная икона – икона Богородицы Скоропослушницы, которая была написана и освящена в православном русском монастыре на горе Афон в 1994 году XIX века, как подарок некому поселку Курлянской губернии для духовного укрепления верующих. А 26 декабря 1999 года храм заново был освящен. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.